Все еще думаете, что бисквит можно испечь только в духовке? А зря! Сегодня покажу, как я это делаю на обычной сковороде. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Сразу и начнем. В миску разбиваю 3 яйца комнатной температуры. Ты видел, какие яйца? Домашние. От меньшего к большему. Смотри. Добавляю щепотку соли, немного ванильного сахара. Берем миксер и начинаем взбивать яйца. Сначала на небольших оборотах. Всыпаем сахар и продолжаем взбивать. Здесь, хозяюшки, все как обычно на бисквит. Яйца хорошо взбиваем, чтобы оставался след от венчиков. О, у меня идеально. Начинаю вводить муку. У меня здесь 90 граммов просеянной муки. Сразу добавляю одну половину и начинаю вмешивать с помощью венчика. Я в свои бисквиты не добавляю ни разрыхлитель, ни соду, ничего такого. И все прекрасно поднимается. Чистый продукт. Да, на канале у меня очень много тортиков и бисквитов разных. И шоколадные, и ванильные, и кокосовые. Любим мы эти тортики, потому что они самые легкие для нашего организма, бисквиты. Сегодня у меня вообще будет диетический вариант, я вам хочу сказать, тортика. Вторую половину. И снова вмешиваю. Плейлист «Домашние тортики». Остается выбор только за вами. Да, сильно долго вымешивать не нужно. Как только мука вмешалась, достаточно. Все, убираю венчик. Тесто получилось просто... Стал пооблизывать. Ну, это уже традиция в нашем доме. Сковорода. У меня 26 сантиметров диаметр. На дно выкладываю пергамент хорошего качества. Он должен быть промасленный или силиконизированный. Как-то так, друзья. А у кого плохой? Тогда можно смазать сливочным маслицем и будет очень хорошо. Тесто аккуратно перекладываю в сковороду. Видно, какое оно воздушное, нежное? Видно, видно. Вообще красиво, желтенькое такое. Все прям до последней капельки. Беру венчик или какую-то деревянную палочку и от центра к краям делаю круговые движения, для того, чтобы тесто равномерно распределилось и корж при выпекании также получился ровным и красивым. Все, готово. А я зажигаю огонь, делаю его минимальным, примерно на моей газовой плите вот так. Ставлю сковороду, плотно накрываю крышкой. Если в вашей крышке есть дырочка, ее нужно накрыть. Просто полотенцем сверху накрываю. Края подбираю, ну, чтобы на всякий случай, хотя нагрев под сковородой минимальный. 20 минут выпекаем, не поднимая крышку. Через 20 минут можно посмотреть, что у нас здесь. Опа! Ух ты, прям на Луну похоже. Скажи красиво. Можно его переворачивать. Силиконовой лопаткой прохожусь по краям. Аккуратно. Уже все будет хорошо. Вот так вот. Снизу пергамент. Все, он у меня живой. Сверху выкладываю пергамент. Беру крышку или тарелку меньшим диаметром и переворачиваю. Ух ты, какая красота! Да. Посмотрите, ну чем не бисквит? Самый что ни на есть настоящий. Выкладываю его назад, поправляю. Крышка. Обязательно вытираю конденсат. Плотно накрываю и допекаю. 7-10 минут. Второй раз намного быстрее. Он уже у нас практически готов. Нагрев тот же самый. Друзья, предвкушаю ваши вопросы. Для чего эти танцы с бубном? Первое. Если вдруг нет духовки, сломалась духовка или нет света, прекрасный вариант, прекрасный. Когда на улице сильно жарко, а нужно что-нибудь быстренько к чаю, прекрасный вариант, прекрасный. Понадобится 20-25 минут времени, а результат просто шикарный. Второй вопрос, который, я думаю, вы будете задавать. Максимальное количество яиц, которое можно использовать для выпечки бисквита на сковороде. 3, максимум 3. Можно на одно яйцо, на 2 яйца, получится бисквит, естественно, поменьше, и время выпечки уменьшится в половину. Я даже пекла на одно яйцо несколько коржей. Быстро, просто, Сережка, тортик собирали. Вообще Да, идеально да, просто. шикарно. Максимально 3. Ну что, прошло 7 минут, и я думаю, уже все тут у нас красота. Можно проверить, постучав ложкой. Звук должен быть глухим. Снимаю пергамент. Посмотрите. Ой, посмотрите, какая красота. Вау! Беру зубочистку и проверяю. Все идеально. Просто идеально. Опа. Опа. На решетку сразу. Смотрите, какая красота. Нужно же избавиться от пергамента. Понял, да? Давай. Опа. На вторую сторонку перевернула. И здесь все по красоте. Попрошу тебя, Сережка, вставить те кадры, которые мы делали с пергаментом не очень хорошего качества. Видите? Там, где хорошо смазала,
маслица отстает. А можем подождать, когда остынет? Ну, видишь, здесь где хорошо. Давайте подождем, пусть остынет. Поехали. Друзья, хочу показать результат. Коржи остыли. Посмотрите, какие они красивые, пористые. Сейчас покажу, что в серединке. Ух! И так нежно-нежно. Конечно, он еще крошится, потому что не стабилизировался. Он просто остыл. Если его положить в пакет и отправить в холодильник на ночь хотя бы, будет вообще шикарно. Посмотрите. Да, он и так шикарный. Ну класс. Коржи я немножко пропитаю сиропом. Совсем чуть-чуть. Потому как у меня будет просто яблочный крем. А что такое в твой сироп входит? Сахар и вода. 1 к 1. Закипятила и хорошо-хорошо остудила, чтобы был холодный. А если с молочком сделать? Можно с молочком, можно кофе, можно какао, капучино. Ой, можно и малиновый, какой хочешь. Тут полет фантазий. В идеале, конечно, коржам нужно дать постоять минут 20. Но мы не будем этого делать, потому что Аня уже 2 дня хочет чего-то вкусного и сладкого. Яблочный крем, такой красивый, нежный, идеально подходит к этим коржам. Он также дополнительно пропитает коржи. Второй берем. Оп. Можно побольше. Можно. Это вкусная диетическая штучка. Если интересно, друзья, пишите в комментариях. Делиться рецептом этой вкусной яблочной штучки. О, а название как? Яблочный крем. А сверху я хочу вот так вот положить, притрусить сахарной пудрой. Тенгенбелл, скоро Новый год. Ой, куда ты спешишь, еще не Да скоро. поверь, лето пролетело быстро вообще. Тогда и не заметили. И урожай собрали. Вот такую вот красоту. Малинку. Молодец, Сережка. У нас Мани очень любит малину. Как только открываются ворота, и он понимает, что идем за малиной, все, он уже впереди. Красота, тра-та-та. Ставьте лайки, друзья. Может, сверху еще вот так? Тенгенбелл. О, вообще шикарно. Вообще класс. Да. Вау. Где-то под этим салом. Вот тебе диетический торт. Не будем мы ничего ждать, да, Сережка? А уже хотим сейчас. А уже хотим сейчас. Прям сейчас. Та-дам! Оп! Посмотрите, какое сочное, пышное чудо получилось. Вообще шикарно. Ух ты! Прошло какие-то 15 минут, а он уже такой сочный, мягкий и влажный. Я пробую, мне очень хочется. В смысле ты? Во. Дать попробовать? Конечно, я жду. Серьезно, это напоминает мне какое-то пирожное. Я не могу понять, какое. Оно может... Бисквитное. Ну, ты помнишь, было пирожное? Вот что-то из детства. Знаешь, какие-то воспоминания с детства. А крем кислинку ты даешь Да. яблочный. Вообще класс. И хорошо, что я его немножко пропитала. Всем приятного аппетита, вкусных сладостей. Полезных сладостей, как наш тортик. Видите, ты говори, Сережка, говори. Я понял. Это мое. Ладно, это тогда мое. Бери, я это доем. Благодарю тебя, Анютка, за всю вкусноту, что ты мне Пожалуйста, рада стараться. Реально вкусно. Сидеть, сядь. Попроси, умница. делаешь. Может, лимон ему? Нет, он не ест лимон, он просто баловался с ним. А малинку любит? Попроси, молодец. Ой, любитель малины. Так любит малину. А землянику? И землянику. Ежевику? Черную смородину не любит. Арбузы любит, да? Попросил. Ну попроси, молодец. И просит, да? Ты мой хороший хлопчик. Ням-ням. Набирайся витаминов, а я тортик буду есть. Давай лапку. Очень. Оп. Молодец. Как думаешь, за 2 дня съедим? Ты что, смеешься? Мы сейчас его съедим. Да не, Сережка, сейчас мы его точно не съедим.